2024 порадовал поклонников фантастики множеством ярких сериалов. Зрители увидели как свежие проекты, так и продолжение любимых историй. Каждый из них привносит что-то особенное, стараясь заинтересовать самую разную аудиторию. А лучшие сериалы этого года умело смешивают разные жанры, от футуристических триллеров до перезапусков культовых хитов. Независимо от предпочтений, каждый найдет что-то свое. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня для вас 10 лучших фантастических сериалов этого года на данный момент. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. Темная материя. Сериалы про путешествия во времени и параллельные вселенные просто обожают сталкивать героев с их альтернативными версиями. Вот и Темная материя не стала исключением, только вот в этот раз двойник не просто копия, а самый настоящий враг. Главный герой, физик Джейсон Дессон, неожиданно оказывается в альтернативной версии своей жизни. Все вокруг до боли знакомо, но люди ведут себя странно и непривычно. Теперь Джейсону нужно вернуться в свою реальность, прежде чем его двойник успеет навредить его семье. Научная составляющая сериала, связанная с межпространственными перемещениями, подана доступно и понятно, что во многом заслуга первоисточника. Сериал основан на одноименном романе Блейка Крауча и, подобно книге, исследует выборы, которые делают герои, и их страхи о том, что эти выборы могут оказаться неверными. Темная материя подчеркивает, важно не то, какой путь ты выбираешь, а то, как ты справишься с его последствиями. Созвездие. Я специально поставил этот сериал на вторую строчку подборки, чтобы Темная материя, вышедшая позже, не показалась вам плагиатом. Итак, Созвездие — это еще один научно-фантастический триллер про альтернативные вселенные, только с уклоном в психологию. В центре событий Джоанна, одна из 5 астронавтов, исследующих новое состояние материи. После столкновения с неизвестным объектом один из членов экипажа погибает, а 3 других вынуждены покинуть станцию. Джо остается, чтобы провести ремонт спасательной капсулы, но пережив 20 часов одиночества на станции, вернувшись домой, она с ужасом понимает, что ее воспоминания о семье, особенно о дочери, сильно отличаются от реальности. Она отчаянно пытается восстановить утраченные части своего сознания, но чем больше узнает, тем страшнее становится правда. Некоторых зрителей может оттолкнуть медленный темп повествования, но именно он создает ту самую напряженную атмосферу, которая так важна для научной фантастики и мистических триллеров. Сериал отлично раскрывает характеры персонажей и умело добавляет неожиданные сюжетные повороты, что делает его настоящей находкой для поклонников жанра мистери бокс и любителей поломать голову над хитросплетениями сюжета. «Засланец из космоса» — один из самых недооцененных фантастических сериалов в 2024-м порадовал фанатов 3-м сезоном, продолжая бороться за внимание зрителей. Алан Тьюдик все так же великолепен в роли пришельца, чей корабль терпит крушение на Земле во время секретной миссии по ее уничтожению. Приняв облик врача в маленьком городке, он постепенно начинает находить друзей и сомневаться в том, что уничтожать землян — это хорошая идея. Игра Тьюдика, его мастерство физической комедии, оригинальная подача реплик делают этого чужака невероятно обаятельным. Наблюдать за тем, как он осваивается среди людей, одно удовольствие. Чтобы быть предельно честным, 2-й сезон меня не порадовал, слишком медленным стартом разогнавшись лишь к финалу. В 3-м сезоне сюжет становится интереснее, исследуя новые научно-фантастические аспекты, связанные с истинной целью пришельца. На этот раз Гарри при помощи генерала и своей команды стремится предотвратить захват Земли. Терминатор Зеро. Франшиза Терминатор уже не раз пыталась вернуться к былой славе первых фильмов Джеймса Кэмерона, но результаты оставляли желать лучшего. И вот, наконец, появился Терминатор Зеро, аниме-сериал, который, пожалуй, можно назвать лучшей историей о Терминаторе со времен Судного дня. Действие разворачивается в 2022-м. В центре сюжета отец семейства, работающий над искусственным интеллектом, который по его замыслу сможет спасти мир от неизбежного создания Skynet. Тем временем из будущего прибывают Терминатор и Воин Сопротивления, как принято с противоположными миссиями – уничтожить и спасти потенциального защитника человечества. Аниме-формат как нельзя лучше подходит для захватывающей визуальной составляющей сериала, наполненного зрелищными сценами борьбы за выживание. Экшен-эпизоды захватывают дух и не стесняются натуралистичности, придавая истории динамику. Но главное – это научно-фантастические идеи, которые поднимает сериал. Он еще сильнее углубляет мифологию первых фильмов, продолжая развивать тему парадокса временных путешествий, но при этом остается самобытным произведением. Внешние сферы. Микс нео-вестерна и научной фантастики, созданный Брайаном Уоткинсом. Ройл Эббот — хозяин ранчо в Вайоминге, который пытается защитить свою семью и свою землю от врагов. Тем не менее, земные проблемы кажутся уже не такими и важными, когда на территории ранчо он обнаруживает странную дыру, похожую на портал в иной мир. Сериал поначалу может напомнить Йеллоустоун, но очень быстро раскрывается как история о путешествиях во времени. После потрясающего финала 1-го сезона, закончившегося клиффхенгером, а как же иначе, 2-й возвращается с новой порцией тайн, оставляя главную загадку, таинственную дыру, столь же непонятной.
Каждый сезон подкидывает новые сюжетные повороты, а сценаристы с явным энтузиазмом исследуют временные парадоксы. «Пацаны». Супергеройские истории редко относят к научной фантастике, но «Пацаны» — это совсем другая история. Их герой не результат волшебства или космической аномалии, а генетически модифицированные люди. И это лишь одна из фишек, которые выделяют сериал на фоне однотипных проектов про суперов. В мире «Пацанов» герой — это не благородный спаситель, а зачастую опасные эгоистичные фигуры, работающие на корпорации. 4-й сезон поднял планку еще выше, разжигая противостояние между пацанами и супергероями Воут до предела. В нем появились и новые интересные персонажи, а сатира на современную политику и кинокомиксы стала еще острее. Финал же закладывает фундамент для 5-го сезона, который станет завершающим и, судя по всему, крайне эпичным и кровавым. «Паразит серый» — сериал на тему культовой манги Хитоси Ивааки, который сочетает элементы боди-хоррора с впечатляющим визуалом. Перенести мангу на экран задача в целом не из легких, и многие экранизации не смогли передать атмосферу оригиналов. Однако «Паразит» покорил и критиков, и зрителей, сохранив именно дух первоисточника и добавив к этому качественные визуальные эффекты. Хотя оригинальные манго и аниме были японскими, сериал — продукт южнокорейского производства, что придало ему свежий взгляд и обеспечило популярность благодаря распространению на платформе Netflix. Сюжет вращается вокруг Чон Суин, молодой женщины, которая подвергается симбиозу с инопланетным паразитом и становится уникальным носителем среди других жертв захватчиков. «Задача трех тел» — сериал-коктейль из нескольких жанров, но самые яркие его ингредиенты — это научная фантастика и щепотка мистики. Основанный на романе Люци Синьо, сериал показывает, к чему может привести потенциальное прибытие на Землю инопланетной цивилизации. В нем переплетаются два сюжета. Один о загадочных смертях ученых в настоящем, и второй о трагических событиях во время культурной революции в Китае, когда молодая женщина оказывается в центре секретного исследования после того, как стала свидетелем гибели отца. «Задача трех тел» обращает свое внимание на многие тайны, бросая вызов привычному восприятию мира и технологий, и исследует не только инопланетную угрозу, но и реакцию людей на необъяснимое. «Шугар» — лос-анджелесский нуар, созданный Марком Протасевичем. История начинается как классическая детективная. Частного сыщика Джона Шугара нанимают для поисков пропавшей внучки голливудского продюсера, но постепенно сюжет приобретает мистический и фантастический оттенок. По мере развития сериала детективная линия обрастает неожиданными поворотами, которые шокируют зрителей. Особенно неожиданным оказывается фантастический элемент, раскрывающийся, если ничего не путаю, на 6-м эпизоде. Намеки на него были с самого начала, но неожиданный жанровый поворот очень эффективно добавляет истории глубину. Первый сезон породил множество теорий о том, как дальше разовьются события. И стоит признать, у Шугара есть все шансы стать одним из знаковых научно-фантастических сериалов современности. И, наконец, Fallout. Экранизации видеоигр набирают популярность, и Fallout показывает, как можно успешно перенести уникальный игровой мир на экраны, создав самостоятельную историю с запоминающимися персонажами. Сериал погружает зрителей в будущее, разрушенное ядерными ударами. Чтобы выжить, люди вынуждены скрываться в подземных убежищах. Люси оказывается перед лицом опасности, когда на ее бункер нападают рейдеры, и теперь она вынуждена выйти на поверхность, чтобы спасти похищенного отца и столкнуться с новой реальностью. Мрачные пейзажи, знакомые монстры техно-анархической фракции — все это создает неповторимую атмосферу. Впечатляющие актерские работы и удачный баланс между CGI и практическими эффектами также добавляют реализм в суровый мир Fallout. И на этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментарии названия своих любимых фантастических сериалов и фильмов этого года. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем видео. Пока.